У меня оставалось 3 километра. Было очень страшно. Все, наступает полный блокаут. Не каждая машина может подняться, даже с полным приводом. Хорош! Обратно давай. Прям тянет, он прям хочет ехать. Очень много всего тормозило после их обновлений. Если я вскрою эти пломбы, я лишусь пожизненной гарантии. Очень жестко лагают. Этот автомобиль я вам ни в коем случае не рекомендую покупать на экспорт из Китая. Всем привет! С вами Алексей Мамонтов и компания PandaWay. Друзья, сегодня будет тот самый ролик, снять который мы должны были очень давно, но по разным причинам откладывали это дело. Если вы на нашем канале впервые, познакомьтесь, Li-One. Ну и конечно же, если вы на нашем канале впервые, прежде чем посмотреть этот ролик, посмотрите предыдущие обзоры. Этим автомобилем я владею уже почти 1,5 года. За это время были как минусы, так и плюсы, и о них сегодня я вам расскажу. Читая ваш комментарий, я понял, что интерес к Li-One очень большой, и сегодня я постараюсь ответить на все ваши вопросы, которые вы задавали. Ролик получился довольно длинный, поэтому в описании будут тайм-коды. Чтобы сэкономить ваше время, переходите по ним. Друзья, начнем мы с цены. Это самый частый вопрос. 328 тысяч юаней в Китае. Переконвертация здесь. К сожалению, привезти этот автомобиль мы вам не сможем. Чуть позже я объясню почему. Этот ролик не рекламный. Рассказываю все как есть, скрывать мне нечего и в принципе незачем. Самая обсуждаемая тема в комментариях это то, что это такое. Чтобы разъяснить, мы перейдем в салон Li-One и поговорим с менеджером. Ребят, мы сейчас находимся в шоуруме компании Lissan. Представитель компании Джек. Hi, Jack. Hi, Alex. The most important question is, what is this car? Li-One? Li-One. Yes, I know this Li-One, but what is this type of car? Electric car. But technically it's range extended electric car. Extended range electric car, yeah. Yeah. And how do you think? Is it more electric car or a hybrid? It's an electric car. Because only 2 models push it ahead. Thank you, Jack. My pleasure. Что входит в тяговую установку автомобиля? База, колеса, 2 литра мотора и батарея. Все. Вот за счет этого набора и передвигается Li-One. В таком составе запаса хода хватает на 180 км по циклу NEDC, который мы обязательно сегодня протестируем. Вы знаете, недавно я на Taobao наткнулся на бензиновый генератор, который можно поставить в багажник электромобиля и тем самым увеличить запас хода. Получается, что такой прибор моментально переклассифицирует электромобиль в гибрид? Я так не думаю. Так вот, чтобы не занимать место в багажнике, которого и так не очень много, производитель установил генератор под капот. Вся эта конструкция, двигатель-генератор, она никак не связана с приводом автомобиля. Кстати, объем ДВС 1,2 литра турбо. Мощность 131 лошадка. Конечно, электромобилем назвать такой автомобиль по документам для таможни нельзя.
Поэтому придумали название Extended Range Electric Vehicle. Но это все по документам. Если говорить про таможню, то этот автомобиль сейчас ввести в Россию нельзя. Пожалуйста, будьте осторожны, когда делаете заказы. На данный момент ввезли один автомобиль в Россию окольными путями, которые до сих пор, по моим сведениям, не могут поставить на учет. Недавно один из наших подписчиков писал мне и просил о помощи получить документы на Ливан, подтверждающие, что он является электромобилем. Дело в том, что ему пообещала логистическая компания привезти Ливан в Беларусь, он привез, и сейчас этот автомобиль стоит на таможне, и его не могут растаможить, потому что таможня не знает, или это электромобиль, или это бензиновый автомобиль, или гибрид, или что-то еще непонятное, космический корабль. Называйте его как хотите, но для меня это электромобиль, потому что все-таки в движение приводят его только два электромотора. Как интересно написал один из наших подписчиков, это хороший мануал, как из литрового движка выжать 320 кобыл. Был вопрос, сколько бензина уходит на полную зарядку батарейки. Это бессмысленное занятие. Если у вас села батарейка, вы можете спокойно ехать на генераторе. То есть в этом случае, чтобы вы понимали, да, когда заряд батареи снижается до установленного НЗ, это 30 километров, автоматически подключается генератор, и он начинает подзаряжать батарейку, но не заряжать ее, достаточно для того, чтобы двигаться. То есть у вас не увеличивается запас хода. 30 километров так и держится на протяжении всего времени. Оно там повышается 31, снова 30, 31, 30. Цикл меняется. Генератор, батарейка, генератор, батарейка. Батарейка подзарядилась чуть-чуть, переключилась на батарейку. Села до 29, запустился генератор. И в таком ритме машина продолжает движение. Но есть вариант, можно включить принудительно генератор, который будет крутиться постоянно, работать, и будет не только вам давать ток для движения, да, достаточный, но и еще и подзаряжать батарейку. И вы можете зарядить ее в процессе движения. В этом случае вы потратите просто очень много бензина, у вас будет очень большой расход. Я делал тест, получалось где-то примерно 10 литров на 100 километров. Но, ребят, есть да, момент определенный, в котором вам нужно будет подзарядить батарейку от генератора. Вот так вот. Не дают нам снимать нормально. Вернемся к нашему генератору. Если вы едете, и у вас севшая батарейка, осталось 30 километров, и вы подъезжаете к горе, вот в этом случае генератор не будет справляться с подзарядкой. Подъем в гору, особенно крутой подъем, он высаживает батарейку очень быстро, и генератор не успевает ее подзаряжать. То есть, если у вас ожидается впереди длинный подъем крутой в гору, то, конечно же, вам до этого подъема нужно позаботиться о том, чтобы батарейка была заряжена. Более того, если у вас села батарейка и запускается генератор, автомобиль автоматически снижает мощность двигателя, вы разгоняетесь уже чуть-чуть медленнее. По факту получается на 1,5 секунды медленнее разгон. Мы сделаем сегодня тест обязательно. И, соответственно, мощность двигателя уменьшается. Мы ездили на море, в незнакомый нам город, и там был пляж. На Ливане по пляжу я катался очень часто, и песка я не боюсь, в принципе. Здесь поэтому смело я выехал на песок. И оказалось, что именно в этом месте, на этом пляже, какие-то жесткие зыбучие пески. И где застревают даже внедорожники. Муравьи так вылезают туда. Бля, вообще кошмар, они оттуда налезли. Маленький. А так жалится, вообще жестко. Не дают снимать нам. Вообще. Так вот, ребят, зарылся я в песок, и пока выезжал, у меня батарейка очень сильно, очень быстро высаживалась. И в итоге, когда заехал на песок, у меня было 30 километров. Когда я выехал с него, у меня оставалось 3 километра. Было очень страшно, потому что как только батарейка у вас садится, все, наступает полный блокаут. Автомобиль вырубается, все системы вырубаются, и даже генератор вас не спасет, потому что генератор тоже не запустится, если машина вся вырубилась. То есть в этом случае единственный вариант — это вызывать какой-то перевозную зарядную станцию, которая приедет и подключит. А мы были вдалеке от цивилизации, там такая деревушка была. И я не знаю, где бы я искал эту
перевозную зарядную станцию, но в итоге вот с 3 километрами мы выехали из Песка, затем подключился генератор. Ну, вернее, он был подключен, просто на Песке он не справлялся. К сожалению, производители Лиуана не позаботились о том, чтобы можно было зарядить батарейку на холостом ходу. Был вопрос в комментариях, для чего генератору турбина. Во-первых, не генератору, а ДВС-ке, которая установлена под капотом. А во-вторых, просто двигатель без турбины не справился бы с подзарядом батарейки. А ставить сюда что-то более такое громоздкое и более мощное, ну, смысла нету. Поэтому 1,2 литра турбо мощностью 131 лошадочка вполне хватает. Другим частым вопросом был вопрос о реальном расходе. Так, друзья мои, сегодня сделаем замеры. Запас хода от батарейки 180 километров полный. Зальем бак до полного. В одну сторону поедем на батарейке, в обратную на бензине и сделаем точные замеры. Общий пробег 33 685 километров. Сбросился здесь счетчик. Едем. Загрузка 3 взрослых человека. Будем ехать в смешанном режиме. Трасса город. Будем ехать на батарейке до самого конца. Сейчас у нас режим автопилота. Половину дороги будем ехать в автопилоте. Экономить не будем, будем ехать в обычном режиме. Хочу показать вам именно реальный расход. Заехали на заправку, заправляемся. Вот, кстати, кому интересно, цена 95-го бензина в Китае 7,45 юаней. Сейчас зальем полный бак. На обратном пути еще раз зальем полный бак и сделаем замер точный. Заправили полный бак, 620 километров, запас хода у нас. И сбросился показатель сбросился по нулям. Так, выехали на трассу. Работает автопилот, скорость 110, едем. Через 3 километра подключится генератор и начнет подзаряжать батарейку. Так, запустился генератор, я слышу его звук. Он еле заметный, но я уже привык. Едем мы в обычном режиме. Это батарейка режим. Проехали мы, получается, до НЗ 128 километров, 128,8 километра. Вот. Дорога составила 2 часа 36 минут. И бортовой компьютер показывает 17,6 киловатт-часов расход. Но это не так. Да, друзья мои, это не так. Сегодня мы 4 часа общались с техническим специалистом компании Lixian. Чтобы не было недопонимания, я взял с собой свою сотрудницу-китаянку, она все переводила. Сначала мы поехали в шоурум компании Lixian, но после того, как в шоуруме менеджер сказал мне, что это средний расход за все время использования мной машины, я решил больше с ними разговаривать, и мы поехали в технический отдел, именно в сервисный центр, где происходит обслуживание Лиуана. Так вот, технический специалист сказал мне, что это средний расход с момента подзарядки. В принципе, это логично. Так я и думал изначально, пока не проверил эти цифры путем математических расчетов. Смотрите, что получается. Батарея в автомобиле 40,5 киловатт-часов. Генератор запускается при 17%, то есть при 6,9 киловатт-часов. Получается, что я потратил 33,6 киловатт-часов. Проехал 128,8 километра. В этом случае реальный расход получается 26 киловатт-часов. Никак не 17,6. Самое интересное, что этими расчетами мы поставили в тупик и технического специалиста. И в итоге он сказал, что это расход за какой-то короткий промежуток времени, последний промежуток времени. За какой именно, он не знает.
Но, что самое интересное, за все время движения этот показатель ни разу не показывал мне расход свыше 22 киловатт-часов. А по расчетам получается 26. Я подозреваю, что здесь они указывают расход только на моторы, не учитывая расход на бортовую систему. Но тогда в этом случае это совершенно бесполезные мне цифры. Было бы гораздо удобнее, если бы здесь был бы моментальный расход. Сколько в настоящий момент при таком уровне нажатия педали автомобиль потребляет электроэнергии. Так, температура у нас 38 градусов, жарище, кондиционер на полную, работает, едем. Так, приехали, 139,4 километра, 4 часа 10 минут ездили, 8,8 расход. $13 литров. По бензину, друзья, генератор съел у нас 13 литров. Проехали мы 139,4 километра. Реальный расход получается 9,3 литра на 100 километров. А компьютер показал 8,8. Опять неправда. Сегодня я хотел вам показать реальный расход. Именно тот, который идет в обычном режиме. Но на бензине расход получился близкий к максимальному. Потому что мы очень долгое время сидели в машине с работающим кондиционером, с работающей системой. Примерно 2 часа мы сидели в машине просто без движения. И только 2,5 часа потратили на движение. Соответственно, расход получился очень высокий. В обычной поездке компьютер показывает примерно 7,3-7,4 литра на 100 километров. Но по факту получается примерно 8 литров. Это обычный нормальный режим. Здесь мы можем видеть полный пробег. Автомобиль проехал 33 183 километра в общем. Из них 25 500 было пройдено на батарейке и 7600 было пройдено на бензине. Средний расход, судя по компьютеру, составляет 19,7 киловатт-часов на батарейке и 7,8 литра на 100 километров. У нас был трип, примерно 900 километров в одну сторону. Так вот, во время этого трипа мы делали точные замеры. Ехали мы на генераторе, закончилась батарейка, мы не стали заряжаться. Расход составлял 8,5-9 литров. Скорость была 120-140 км в час. Большую часть времени я стараюсь ездить на батарейке. Во-первых, это выгоднее. Во-вторых, я не люблю слышать шум и вибрацию от генератора. Она небольшая, но есть все же. И в-третьих, мне нравится, когда всегда есть большой запас хода, и вы можете проехать в любой момент, нужный момент, большое расстояние без подзарядки. Поэтому я стараюсь держать полный бак и не тратить его. В автомобиле 7 подушек безопасности. Водителя, в передних стойках, в задних стойках и боковые шторки. В комментариях вы спрашивали, какой ресурс у батарейки, какой ресурс у электромоторов, какой ресурс у бензомотора. К сожалению, ни один человек из компании Lysean нам не ответил на этот вопрос. Единственный ответ, который нам удалось от них получить, это то, что моторы рассчитаны на 200 тысяч километров. После этого времени моторы проверяются, тестируются, при необходимости они меняются или ремонтируются. Некоторые писали в комментариях, что они увидели в наших роликах, что у Ливана есть рама. Нет, друзья мои, рамы здесь нету. Если вы внимательно посмотрите на видео или на картинку, вы увидите, что это не рама. Корпус здесь смешанный, это смесь алюминия и стали. Батарея в Ливане состоит из 3 компонентов. Это литий-никель 50%, литий-магний 30% и литий-кобальт 20%. Охлаждение, как я уже говорил, жидкостное. Спрашивали также про техподдержку. Техподдержка у Ливана меня радует. Отвечают быстро, работают четко, молодцы. Ребята, за все время пользования Ливаном, за 1,5 года, прилетело 18 обновлений системы. Все ставится автоматически, ночью устанавливается, подтверждение просит, да. Загружаются они через 4G модем. У меня есть одно замечание к ребятам из техподдержки. До сих пор не установили английский язык. Приходится мучиться с иероглифами. Приходится брать переводчик, сканировать. Это можно. Кстати, тоже спрашивали, можно ли через переводчик. Можно.
Иногда бликует экран, но можно перевести иероглифы. А так, в принципе, основные функции я уже выучил, несложно. Там, спорт, не спорт, то есть по меню, в принципе, разобраться можно. Где какие функции включать, выключать, и плюс переводчики в помощь. В прошлом нашем видео вы говорили, что детский пляж, туда-сюда, любая машина проезжает, но здесь постоянно, каждый день происходят вот такие вот выкапывания машин. Обязательно какая-то машина застревает. Ну, понятно, да, это передний привод, конечно, тут спору нету, здесь мы не сравниваем, но тем не менее, это место хорошо подходит для теста, именно теста проходимости машин. И сейчас мы поездим по разным неровностям в этом месте. И есть здесь одна горка, одна большая горка, в которую не каждая машина может подняться, даже с полным приводом. Да. Я верю в Ливана, и мне кажется, для него это все детский лепит. Да тут вообще на девятке можно проехать, стопудово. Я говорю, как у ребенка конфетку отобрать. Неинтересно. Неинтересно, да? Так, а вон там приближается любитель оффроуда. Иван. Он, конечно, прям в своей машине сильно уверен. Он ее хорошо знает. Ну и, собственно, по местному тиктоку, по китайскому, Тан это прям в недр качественный. Кто быстрее и легче заедет? Ливан или Тан? Так, ребят, сейчас мы протестируем Ливан. Ливан находится в стандартном режиме, это не оффроуд. Заезд в горку будет без разгона. Остановились прямо у подножия горы. Ну что, проверяем? Поехали. Опчик. Все, встали. Ты прям Стоим. Попробуешь на газ нажать? А он все. То есть ты жмешь на газ, он Я не газ хочет, жму, да? и все, тишина, да. А не, вот он есть, у тебя заднее колесо крутит. Ну-ка, давай с другой стороны. Давай еще. Окей, давай, сдавай назад. Но получается, сейчас ты очень легонечко, тихонечко ехал. Сейчас чуть-чуть больше газку сразу же. И режим поменяй, Леш. Так, вот тут Леха днищем маленько цепанул. Сейчас посмотрим, сможет ли он подняться выше первоначальной точки. Итак, ребят, сейчас у нас режим оффроуд включен. Также медленно, не спеша, без газа, пытаемся заехать в эту горку. Без рывков, но режим оффроуд. Все, встало. А? Не заехал дальше, чем в первый раз? Все, встало. Оффроуд режим. Так, вот смотрите, песочек-то он рыхленький, прям совсем не утрамбованный. Так, ребят, сейчас мы выключили систему ESP, антизанос. И попробуем также не спеша, без рывков. Оставляем режим оффроуд и поехали. Так, едем. Эй! Что случилось? Все, встало. Сейчас у нас режим будет газ в пол. Поехали, посмотрим, победим мы эту горку или нет.
Давай, давай, газку, 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 газку. Все, Ну, не заехала. ну как так, Леш? Сейчас обычный режим поставим. Ну, ну, ну. Ну как так, Семен Семенович? Хорош! Обратно давай. А я никак. Висит у тебя. Ну давай теперь что, с разгончику. Так, Леша яму подкопал. Сейчас будет повеселее, чувствую. Вот здесь у него провисает колесо. Сейчас посмотрим. Так, ребят, сейчас у нас заезжает BYD TAN. Здесь у нас 560 лошадок, мощности побольше. Подожди, стой, стой, стой! О чем газовать-то начал сразу? Надо было медленно. Вот, чуть-чуть больше лошадок, и машина заезжает спокойно. Сейчас проверим TAN, как он заедет, не шлифуя с самого начала. Потихонечку, так сказать. Умеренные обороты сейчас будет давать Ваня. Ну это что-то прям совсем медленно, ну да ладно. Ехаем, ехаем, так сказать. Ну, ох ты, как просел. Хуже, чем Ливан в этом плане. Теперь давай в таком же режиме, только оффроуд поставь. Так, 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 бодрее, бодрее, вот, бодрее пошел. Примерно как Ливан. Так, 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 так. Но это впечатляет Ливана, он прям тянет, он прям хочет ехать. Так, а задние что-то не крутят. Не заехал. Я так понимаю, Ваня сейчас чуть побольше даст газку. И... О, да. Вот Ливан так не умеет, да? Бум-б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 ум. Давай, 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 давай. Ну-ка, давай, Вань. А, все. Да, 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 да. Еще назад, еще назад, еще назад. Вот тут. Давай. Тащит, тащит. Красавчик. Сейчас вот Ливан с разгончика поедет. Давай, дорогой, тащи, 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 тащи. Во, еще, 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 еще. А, ну это понятно. Это все понятно было. ESP выключил. Ага. Да, и сейчас она позволяла мне шлифовать. Давай сейчас также попробую с разгоном, только без ESP. Вернее, с ESP, наоборот, с ESP. Ну, Это был сейчас стандартный режим. Система ESP включена. То есть она не дает разгоняться, она не дает шлифовать. И когда она включена, то есть получается, что машина не может резко набрать скорость. Это был стандартный режим. Теперь давай в оффроуд режиме. давай. Оффроуд режим, также с разгона, но также с включенной ESP системой. Так же, как и система ESP, оффроуд он не дает разгоняться. Первую машину компании Лисян, и они хотят ее все-таки, раз они назвали ее идеалом, да, то они хотят довести до идеала. И что мне нравится, они в приложении сделали отдельный пункт меню, где вы можете писать свои замечания. Все эти замечания, которые пишутся вот в этом меню, они обрабатываются. Это видно, потому что при всех обновлениях они учитывают пожелания пользователей, и во всех обновлениях, которые были до этого, они что-то меняли. Поначалу очень много всего тормозило после их обновлений. Там, допустим, один раз у меня машина не открылась, один раз у меня не вышли зеркала. Это все после обновления было какого-то. Не подключался телефон, кстати, по Bluetooth. Но потом с следующим обновлением они все это меняли, все это доделали, дорабатывали. То есть автомобиль сейчас находится на такой стадии тестирования. Они его не планируют экспортировать. Сколько раз мы
разговаривали с компанией Лисян, говорили им, давайте будем возить их за границу, Европа, Россия, да, вообще весь мир ждет ваш автомобиль. Они говорят, нет, пока мы его не протестируем хорошо на территории Китая, пока мы не доведем его до идеала, мы не будем экспортировать этот автомобиль. Что касается вот этой вот поддержки, вот этого чата, я туда тоже писал. У меня было единственное пожелание, это, пожалуйста, добавьте английский язык. Они мне писали, что в будущем мы поставим английский язык. И вот недавно мы разговаривали с менеджером, и он сказал, что в сентябре, то есть вот уже в этом месяце, будет английский язык. Ждем, надеемся, будет, сообщим вам. Был вопрос, как проверить уровень масла в двигателе. Уровень масла здесь не проверить, потому что здесь есть пломбы, вот эти вот пломбы. Если я вскрою эти пломбы, я лишусь пожизненной гарантии. Только сервис-центр может проверять уровень масла, свечи и прочее, там, тормозную жидкость. Что такое пожизненная гарантия? Пожизненная гарантия, она действительно пожизненная, да? То есть это не просто слова, она распространяется на корпус, на моторы, на другие силовые агрегаты. Это пожизненная гарантия, действует всю жизнь, но только на первого владельца, на меня. Если я продам этот автомобиль Антону, она уже не будет пожизненной. Она будет уже 5 лет или 100 тысяч километров. И 8 лет и 120 тысяч километров – это на батарейку. Вот такая гарантия. Гарантия на батарейку. Интересный тоже момент такой. Здесь, если емкость ее падает ниже, чем 70%, то они мне либо меняют батарейку на новую, либо заменяют какие-то поломанные элементы. Кстати, у них там есть условия такие. Я не могу ездить на этой машине оффроуд, где-то по жесткому внедорожью. То есть я могу выехать там на поле, да, проехать по полю, по песку. А вот если я там стану жестить, где-то там по камням по каким-то ездить, я лишусь гарантии. А не шпионят ли они за тобой изнутри? Шпионят. Шпионят очень жестко, потому что в конце года мне прилетело такое сообщение, здесь же, в бортовом компьютере. Поздравляем, за год вы проехали столько-то километров, из них вы проехали столько на батарейке, столько вы проехали на бензине, из них столько часов вы проехали на автопилоте даже, представляешь? Я переживаю за то, как бы они не отправляли данные про превышение скорости, кому не надо. Что делать, если произошла поломка? Да, вот спросите. В условиях моей гарантии входит бесплатный вызов эвакуатора в любую точку Китая. Либо приезжает к вам специалист, к вам домой, забирает вашу машину, сам ее увозит, там ремонтирует и привозит вам обратно домой. Ну, опять же, это все работает на территории Китая. Если вы купите эту машину и увезете ее за границу, такого, конечно, не будет. Еще один момент, да, почему мы снимаем все-таки эти автомобили. Я думаю, очень скоро все это прям выстрелит и полетит на экспорт в разные страны. Спрос есть, а спрос рождает предложение. Просили вы там сделать тесты при минус 40, при минус 30. Мы не можем, к сожалению, это сделать просто физически, потому что мы живем здесь на юге Китая. У нас здесь зимой самая минимальная температура это плюс 5 градусов. Не можем мы, к сожалению, вам сделать таких тестов, но скажу вам так, что зимой при плюс 5 градусов заметно снизилась емкость батарейки. То есть, вернее, даже не емкость батарейки, а запас хода на батарейке. Я проезжал на батарейке на 30-40 километров меньше, чем я проезжаю летом. Кстати, спрашивали, как работает отопитель. Отопитель электрический. Здесь нету каких-то труб, да, там здесь нету мотора, который запустится и начнет вам гнать теплый воздух. Электрическая печка, которая очень быстро съедает батарейку. Что будет при минус 40? Ну, все это будет гораздо хуже. Вопрос был также, осталась ли тяга на прежнем уровне после 1,5 лет использования. Да, ребят, сразу забегая вперед, я вам скажу, что тяга осталась та же самая. И в подтверждение мы чуть позже проведем тесты, сделаем тест разгона. Как вы помните, мы купили приборчик, которым мы будем проверять все китайские электромобили.
Сейчас проверим динамику машины при севшей батарейке. Сделаем 3 теста в экономичном режиме, стандартном и в режиме повышенного расхода электроэнергии. Конечно же, как и у любого устройства, в Лиуане есть свои недостатки. Один из них – это операционная система. Здесь у нас, как вы помните, установлено 4 дисплея. 2 из них, приборная панель и центральная панель управления, работают на Linux. Центральный экран мультимедии и экран мультимедии пассажира работают на Android. Так вот, ребят, вот эти вот системы на Android иногда очень жестко лагают. Но лагают как? При включении автомобиля. Я включаю автомобиль, Linux у меня подключается моментально, активировался. А вот Android запускается с торможением. С таким бывает. И иногда, не всегда. И было пару раз такое, что я выезжаю, мне нужна камера, срочно посмотреть, там, у меня выезд узкий, да, и я не могу включить камеру, потому что у меня Android запускается еще медленно. И это после 1,5 лет использования автомобиля. А что будет через 10 лет, когда уже процессоры здесь устареют? Поэтому Linux, наверное, идеальный вариант для машины. Следующим замечанием, вот тут уже более серьезным, я считаю, является появившийся стук в двери. Я не знаю, это или это дверь, или это крыша, или стойка. Когда я еду без музыки, его слышно. Да, если включить динамики, если включить музыку на полную, будет классно. Кстати, акустическая система здесь просто шикарная. Я кайфую от нее вообще. Мы, когда купили ее, когда еще с братишкой выбирали автомобиль этот, он любитель музыки, когда он зашел в этот автомобиль и включил музыку на полную, и он сразу сказал: Леха, берем. Если включить музыку, то шума от двери не будет слышно. Не, ну он чисто придирается. Но вот нету там такого. Что ты там рассказываешь, что рассказываешь? Есть там шум, шумит там все. Вообще, спрашивали про шумку. Шумка у Ливана классная. Вот, честно говоря, да, из всех автомобилей, которые мы протестировали, я помню только Хонгчи, у которого шумка была лучше, чем у Ливана. Остальные проигрывали. Подожди. Вроде не стучит. Ничего. Я не знаю, но есть они. Они есть. Короче, стучит там что-то, стучит. Где-то стучит что-то. Поехали по нашему списку дальше. Видите, ребят, вот. Все ваши вопросы, комментарии, вот все выписываем, вы говорите, мы не читаем. Не успеваем, ребят, ну просто физически не успеваем. Много слишком пишете. Вы ни в коем случае не останавливайтесь, пишите дальше. Следующий минус — это вот сюда пойдем. Это багажник? Это багажник. А, я знал. Вот, посмотрите, да, что у нас тут. Давайте так. Хорошо, давайте объективно, да. То, что он маленький, мы минусом не назовем, потому что, конечно же, здесь три ряда сидений, и, ну, соответственно, не надо жаловаться на то, что он маленький. Минус у меня в другом. Вот здесь вот нету места для какой-то мелочевки. Есть, допустим, средство для чистки машины. Мне положить его некуда, оно так болтается у меня постоянно, туда-сюда ездит. У меня здесь есть инструменты, которые я бы хотел положить. Здесь ниш почти нету. Есть только 2 ниши. Одна из них забита компрессором, другая вот там тряпочки, там, ну, максимум отверточку можно положить какую-то. Все, других ниш здесь нету. Целый год я мучился. Целый год. И у меня было жесткое желание здесь что-нибудь вырезать, там, выпилить. Вот думаю, сниму я подписчикам обзор красивый
за год использования, а потом повырезаю там всякие ниши себе, сделаю там, короче, изуродую машину. Но, к счастью, мы, когда мы приехали в салон и попросили менеджера, он нам все это поднял, потому что здесь там тоже поднять не просто, можно выкручивать секретные болты. Он нам поднял все это, и мы увидели, что, оказывается, сюда дополнительно больше ничего не положить. Там все закрыто. Здесь у нас свободного места практически не осталось. То есть есть трансформатор, есть аккумулятор, есть распределительная коробка. И вот две свободные ниши они как раз таки и сделали. То есть да, багажник здесь маловат. Маловат, конечно, места здесь мало, и его, к сожалению, не увеличить. Ну, только опусканием задних кресел. Можно было сделать карманы какие-то здесь, можно было вот здесь какой-то откидной лючок сделать. Ну, наверное, как-то можно было, потому что, ну, реально, мне не положить здесь ничего. Все болтается, все ездит. Ладно, я придираюсь, хорошо, придираюсь. Леш, ты лукавишь про минусы. У тебя полторашка не влазит в двери. Полторашка? Ну-ка, давай посмотрим. Думаешь, не войдет? Не. А если боком? Не. Не, на самом деле кармашки здесь тоже маленькие. У меня есть пылесос. Купил маленький специальный автомобильный пылесос. И он сюда, он еле-еле влазит. Маленький, аккуратный. И, короче, я его там в багажник пытался положить, сюда пытался положить. И в итоге он дома сейчас хранится у меня. Автомобильный пылесос дома хранится. Ладно. Зачтем твой минус. Однажды мы хотели для ролика, для нашего, забрать видео с регистратора. Я не смог вытащить флешку. Здесь вот есть флешечка. Вытаскивается она довольно простым способом. Раз. Вот она вылезает. О, написал, флешка вытащена. По-китайски пишет. Как я ни пытался, я не мог ничего сделать. И пинцетиками, и там чем только. В итоге я приехал на сервис. Вот этот чехол, если они снимали, и поставили мне новый. Был такой косячок, исправили. Как я уже говорил, Ли-Уан — это тестовый образец у них, они его используют в Китае, тестируют активно. Так вот, после того, как я купил автомобиль, примерно через 3 месяца мне приходит сообщение: приезжайте, пожалуйста, в сервисный центр, мы вам там установим что-то там такое. Приезжаю, они бесплатно совершенно поменяли рычаги. Все рычаги поменяли на более усиленные. Причем меняли они всем, не кому-то выборочно, а именно всех. То есть они позвали, пригласили и поменяли. Видно, их тесты показали, что это какое-то было слабое место на тот момент. Наверное, жалобы поступали какие-то, может, у кого-то сломалось что-то. Еще через 3 месяца после этого снова приглашают меня в сервисный центр. Приезжаю, меняют полностью защитную пластину двигателя. Оказывается, что изначально у них стояла, она пластиковая была. На Таобао уже начали продавать всякие различные кустарные фабрики эти защитные пластины. Они делали металлические их. И, наверное, производитель просто увидел, и ему стало стыдно. Друзья мои, уже 2-й час мы сидим в центральном офисе компании Лисян. Позвали мы технического специалиста и пытаемся добиться от него ответов на поставленные вами вопросы. Скажу вам, ребят, не задавайте, пожалуйста, больше таких сложных вопросов. Пишите просто, сколько у машины колес, сколько у машины дверей, сколько у машины сидений. Вот на такие вопросы они смогут ответить. Но на вопросы плана, сколько киловатт выдает бензиновый движок, у меня уже взорвался мозг просто. Короче, мне кажется, я не знаю, кто знает ответ на эти вопросы. Мы вот сейчас пытаем. Изначально приехали, я говорю, дайте нам специалиста, который четко знает ответы на все сложные вопросы. Он говорит, я знаю. Как в школе, знаете, тянет руку, ну, говори, забыл. Вот так и здесь. Вы спрашивали, где находится модем. Модем находится в центральной консоли под нижним центральным дисплеем. Там же находится материнская плата. То есть модем вшит в материнскую плату. Также был вопрос, могут ли пропасть какие-то функции при выезде за пределы Китая. Пропадут у вас только те функции, которые связаны с интернетом. То есть это онлайн-мультимедиа, это карты. Все это не будет просто подгружаться, так как сети у вас не будет. А все остальное, в принципе, будет работать. Также был вопрос, как работают моторы. Сколько процентов
передний привод, сколько процентов задний привод. Задали мы этот вопрос техническому специалисту. Он ответил нам так. В 2021 году этот вопрос теряет смысл, так как здесь управляет приводом компьютер. И знаете, какой интересный момент? На самом деле он не знал правильного ответа. И чтобы ответить нам на этот вопрос, он попросил меня проехать на моей машине. Он сел рядом, попросил проехать. Я проехал 50 метров, он достает свой ноутбук, и ему ноутбук выдает полностью расклад по моим двигателям. Сколько процентов каждый из них сейчас работал. То есть это такой жесткий шпионаж. Они в любую секунду могут узнать, где я нахожусь, какие моторы у меня сейчас работают, как они работают. Он сказал, что при начале движения работает 60/40, 40 перед, 60 зад. Как только я начинаю движение, как только я выезжаю на нормальную скорость, на обычную, и еду по прямой дороге, подключается только задний привод. Если же это будет спортивный режим, в 7 раз больше задействуется задний электромотор. Ну а что касается оффроуд, то там уже компьютер регулирует сам, на какое колесо нужно дать больше мощности. Мощность генератора, как мы выяснили, 50 киловатт. В максимальном режиме 80 киловатт. Примерно 40 киловатт потребляют моторы в обычном режиме и система автомобиля. И лишь маленькую часть, остаток энергии, генератор выдает на батарейку. В основном батарейка заряжается здесь от рекуперации. Совсем недавно я узнал интересную функцию. Можно в официальном магазине Ливан можно купить матрас надувной. Есть специальные выступы, которые заполняют все эти ямки, и здесь образуется такой ровный пол для путешествий в самый раз. Если вы возьмете 6-местную версию, то у вас второй ряд складывается, и у вас образуется огромный багажник, то есть складывается третий ряд, складывается второй ряд. Здесь получается такой большая такая зона, такая багажная. С последним обновлением компания Альсян сделала возможность пользоваться автомобилем без ключа. Сейчас все доступно полностью управление через приложение. Приложение, да, и здесь можно как открывать машину, включать кондиционер. Раньше все это было, но сейчас они его сделали как Bluetooth ключ, точно такой же. Подходите к машине, автоматически не надо доставать, не надо запускать ничего, просто заходите и поехали. Был вопрос, какими функциями обладает умный ключ Ливан. Здесь не такой богатый функционал, как в Тесле. Он может только открывать, запускать машину. Можно кнопочкой открыть сразу автоматически все окна и люк. Можно другой кнопкой закрыть автоматически все окна и люк. Дальше вот по прямой здесь есть рыхлый песок. Можно просто потихоньку проехать через рыхлый песок, посмотреть, как будет работать, ну, вот и всякая электроника. О, хорошо. Вот сейчас интересненько. Давай, вперед, пробуй. Вперед, давай. Вперед, В давай. интересное положение ты поставил свой тан. Давай вперед, он сможет. Давай. А вот сейчас зарылся. У него 560 лошадок, одной человеческой силы не хватило. Все, обидел ты его. Какой позор, владелец Ливана толкает тан. Да, давай. Короче, в горку тан рулит, а по бездорожью Ливан. Одинаково ехали, я тебе отвечаю, ты едешь не так. Ну как не так? Не, Я сейчас так же развернусь и проеду спокойно. Да, если Ну Ваня... хорошо, что мне делать надо? Ну вот здесь остановись просто, вот так вот заедь и остановись. Ну давай, окей.
Все? Можно? Давай, давай, едь. Все камешки поставил мне под колеса? Нет, у тебя колеса все стоят. Давай. Пока, короче, Леха не встанешь, Ваня не успокоится. Короче, Леш, пока не встанешь, Ваня не успокоится. До ночи нам тут круги наворачивать. У нас была цель сюда просто приехать покататься по оффроду, но похоже, все это выливается в какое-то соревнование, состязание. Стой, нет, дальше, давай, дальше. Еще. Вот, стой, подожди, дай лопату, дай, лопату, подожди. А смотри-ка, что происходит. Вот это да, вот это интересно. Мне кажется, Ваня сегодня не уснет просто. Трагедия бы. Это как у меня было, когда я зарылся в зыбучих песках. И когда я с горя, мне пришлось нервы подлечить. Да не, у тебя он не заехал, Вань. Короче, подожди. Да подожди, успокойся. Вань, все, Вань, победила дружба. Победила дружба, давай, все нормально. Танк классная машина. Нет, BYD я люблю. BYD это вообще моя любимая марка. Мы изначально, когда, с чего вообще начался канал Панда, мы хотели снимать такси, электрические такси, вот эти E6, да, по-моему, E6 она. BYD E6, который в Шэньчжэне ездит. BYD это самая крутая вообще компания. И более того, у нее очень крутой интерфейс. На английском языке, во-первых. Во-вторых, туда можно приложение накатывать, что для России это просто вообще, ну, мне кажется, в России кроме BYD вообще ничего не надо поставлять. У нее клиренс 20, у меня 18, конечно. У нее мощность там 560 кобыл, у меня там 320, да. Ну, конечно, что, крутая. Не претендуем на звание чемпионов по оффроду, да, просто показали, как электрические машины, ну, справляются с бездорожьем. Просто люди интересуются, спрашивают, а некоторые говорят, что вообще электрические машины вообще не могут ехать по внедорожью. Получается, что в режиме оффроад машина едет медленнее, то есть я когда пытался разогнаться, да, вот мне, допустим, в горку, мне было в стандартном обычном режиме было легче подняться, чем в режиме оффроад. Из-за того, что он не дает разогнаться и получить такой большой пинок под зад, да. А в стандартном режиме с разгону она заезжает. А вот конкретно здесь на песке мне легче ездить как раз таки в режиме оффроад. Больше мощности на колеса идет, поступает, да, и она, ну, как бы вот это вот выгребает просто все. Резина. Давайте сразу, чтобы уже все были данные, да. У Ливана резина 255-50 20-ка. У Тана у нас 275-40-22. Напишите в комментариях, какая резина больше подходит оффроаду. В общем, сейчас сделали повторный заезд. Изначально я ездил на режиме песок. Были высокие обороты. Сейчас я поставил режим грязь, и ты давишь на газ, машина плавно трогается. И вот в данной ситуации это как раз сильно повлияло. То есть сейчас абсолютно спокойно проехала. Не было вот этих зарывок и всего остального. Вот такой у нас оффроад небольшой получился. А мы возвращаемся к нашему обзору. Краш-тесты спрашивали, сколько звезд получили. По 2 китайским тестам Ливан получил 5 звезд. В одном тесте он даже получил 2 оценки по 5 звезд. Вы спрашивали, почему я не пользуюсь голосовым помощником и как его зовут. Кто-то, видимо, хочет познакомиться поближе. Зовут его Ли Сян Тхунсе. Не всегда понимает меня. Ли Сян Тхунсе. 你好， Хуйдзя. 请选择路线或者 Я 开 сейчас 始导航。 не сматерился, если вы так подумали. Я сейчас просто попросил ее отвезти меня домой по-китайски. Ну, бывает, не понимает 请 меня. 选择第几个？ Спасибо. Очень богатый ассортимент команд. Можно открыть шторку, можно открыть окно. Кстати, интересный момент. Здесь же для голосового помощника здесь стоит 6 микрофонов. Каждый микрофон над креслом каждого пассажира. То есть не обязательно кричать, как у меня некоторые там пассажиры делают, они кричат сюда в центр, сюда в экран, как будто Ли Сян Тхунсе здесь находится. Достаточно просто сказать. И что самое интересное, что голосовой помощник понимает, кто ему говорит. Если, допустим, я скажу «открой окно», она откроет мое окно.
Если скажет правый пассажир на заднем ряду, то откроется заднее окно. Но это все при условии, что вы знаете китайский язык. Если вы его не знаете, вы не сможете открыть даже багажник. Многие скептики говорили, что через год использования эти китайские материалы, ну, они там разрушатся, не знаю, еще что-то. Но, как видите, 1,5 года прошло. Я бы... Нет, есть. Вот здесь ногами поцарапали. Порожек. Все. Вот это пластмасса. Все. Все остальное, кожа напа, не потрескалась, не поцарапалась, нигде. То есть она... Короче, ребят, все хорошо. 1,5 года, все хорошо. Спрашивали, затерлись, не затерлись экраны. Посмотрите, да, вот нету никаких ни царапин здесь, ничего совершенно. Все четко, все как будто только получили машину. Другой вопрос был, как машина поведет себя в ливне и не случится ли там какое-то короткое замыкание и прочее. Да? Здесь в Китае у нас очень часто идут ливни, ну, тропики все-таки, да, тропические ливни. Недавно я ехал по соседнему городу, и высота воды была примерно вот сантиметров 50. Вот настолько мне машину залило, и полностью ехал поток машин. Ну, там некоторые как бы бежали, но в один момент я вот именно заехал в такую глубину. Ничего не случилось с машиной, машина выехала спокойно, просушилась, все нормально, все. Что хочешь сказать? Ну, люблю эту машину, люблю. Я вот даже сейчас так задумываюсь иногда, думаю, блин, вот взять бы там, может, ее продать, там, купить электричку чистую, да, там, которая проезжает 600 километров. А потом так начинаю смотреть и понимаю, что не смогу я, ну, не смогу расстаться я с ним вот все-таки уже 1,5 года вместе. Ребят, был вопрос, есть ли сейчас на рынке какие-то автомобили, похожие на Ли-Ван. Да, мы на прошлой выставке, те, кто смотрел наши ролики, мы нашли автомобиль Voya Free. Автомобиль, который работает по такому же принципу, как и Ли-Ван. У них есть два типа. Есть чистый электромобиль и есть так называемый гибрид, да, с генератором под капотом. Если вы еще не смотрели, пожалуйста, перейдите по этой ссылочке. Очень интересный автомобиль. Рекомендую. Следующий вопрос был, можно ли установить сюда приложения сторонние, типа Яндекс.Навигатора и там прочее. К сожалению, нет. Разговаривали на эту тему, спрашивали у менеджеров. Нельзя. Все ставится, любые приложения здесь ставятся только с обновлением системы. Так, Антон, скажи, пожалуйста, звенит тебе что-то в стойке или нет? Или это у меня в левом ухе что-то звенит? Вот ничего не звенит. Не звенит, не стучит. Вот тебе кажется, что где-то вот здесь, Да, да. Звука отсюда вообще не исходит. Вот конкретно вот с этой части я звука не слышу. Все, что я слышу, это то, что отголоски с багажника. Где-то оттуда какое-то там типа а-ля побрякивание, если это так можно вообще назвать. Кстати, вопрос был про подвеску. Что ты скажешь? Слушай, ну мне кажется, она идеально сбалансирована. Вот, по мягкости, по жесткости. Плюс у тебя резина высокопрофильная по сравнению с моей машиной. И, ну, мне нравится, как она съедает мелкие неровности. Она, по крайней мере, лучше съедает, чем моя машина. И лучше, нежели чем Альфа С мы ездили. Но для меня, на самом деле, является смешным показателем, по крайней мере, в сравнении, когда спрашивают, а что будет с китайским автомобилем через 1,5 года? Да ничего с ним не будет. Мне кажется, с любым китайским современным автомобилем через 1,5 года ничего не будет. Ни 1,5, ни 2, ни 3. Вот через 4-5, возможно, начнутся появляться какие-то косяки. Плюс, мы же здесь все равно с тобой ездим по тем дорогам, которые относительно идеальные. Вот как часто ты выезжаешь вот на такую дорогу, которая считается плохой? Крайне редко. Все-таки руль у тебя очень классный. То есть реально вот материал, которым он обшит, и его толщина, и, собственно, обхват, да, и мягкость, это, наверное, для меня это идеальный руль по сравнению с тем, что где мы сидели. Мне очень нравится обзорность.
Даже исключая, что здесь есть камера 360 потрясная, которая с обновлением появилась возможность смотреть на колеса. Даже без вот всего вот этого здесь обзорность и чувствование габаритов, оно гораздо лучше, чем на других автомобилях. Друзья мои, ну и теперь самый, наверное, неприятный момент. Этот автомобиль я вам ни в коем случае не рекомендую покупать на экспорт из Китая. Это автомобиль, который на 100% предназначен только для Китая. Здесь есть ряд огромных минусов, которые сразу отрубают желание экспортировать его в любую другую страну. Во-первых, вы не можете использовать любую другую сим-карту. Здесь вшитая сим-карта в материнскую плату. Она привязана к системе безопасности. Эта сим-карта принадлежит только этому автомобилю. Даже в Китае я не могу поставить сюда любую другую сим-карту. Если эта сим-карта не работает, если сим-карта это не вставлена в материнскую плату автомобиля, то бортовой компьютер, бортовая система вся не работает. Да, возможно, какие-то умельцы смогут что-то там перепрошить, переделать. Но хотите ли вы рисковать такими большими деньгами? Другой минус заключается в том, что на Ли-1 в случае поломки вы не найдете запчасти вообще. Мы разговаривали с техническим специалистом. Он сказал, что компания Лисян не продает запчасти никому. Автомобиль ремонтируется только в авторизованном сервисе компании Лисян. Также мы спрашивали, можно ли использовать какие-то запчасти с других автомобилей. Ответ – нет. Здесь полностью свое производство, все было разработано с нуля, соответственно, все компоненты здесь индивидуальные. Я знаю, что очень многие хотели бы привезти себе Ли-1, очень многие хотели бы передвигаться на этом автомобиле, но, к сожалению, пока это делать я бы не советовал. Друзья мои, ну а на этом у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Если понравилось, поставьте палец вверх. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите в комментариях. По возможности мы будем на них отвечать. Ну а с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.